Здравствуйте, друзья! Авалон – таинственный центр мира. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Среди всех значений, которые выдает всем известная Википедия, Авалон – это не только любимый мир фантаста Роберта Желязны, сеть развлекательных комплексов или название фильмов. Это в первую очередь мифический остров, затерянный центр истинного мира. Это то место, куда, по преданиям, волшебная ладья должна была увести короля Артура после смертельного ранения в земных битвах. До сегодняшнего дня остается загадкой, существует ли остров Яблок, второе название Авалона, на самом деле, или это всего лишь красивая сказка. Все, кто интересуется мифологией, прекрасно знают легенду о короле Артуре, который на самом деле просто уснул и только ждет подходящего момента, чтобы вместе со своими рыцарями вернуться и помочь миру. В старину этой легенде верили без исключения, пока в 1191 году монахи одного из английских аббатств Гластонберри не заявили о том, что когда-то давно к ним прибыл великий король, который был смертельно ранен. Здесь же в аббатстве он умер и был похоронен. Необходимо отметить, что данная территория всегда была окутана тайной, о ней ходило множество легенд. Связаны они были не только с временами правления короля Артура, но и с периодом существования кельтов. Именно в этом аббатстве доживал свои дни сэр Ланселот, который стал монахом. Здесь же в заточении находилась и королева Гвиневера. На этой территории был спрятан и священный Грааль, привезенный сюда Иосифом Аримафейским. В незапамятные времена именно это аббатство носило название Авалон, а местность всегда радовала прекрасными урожаями яблок. Территория его находилась на холме, который был окружен болотами. Это придавало ему вид острова. К тому же в древних летописях для обозначения острова, полуострова или высокого неприступного холма использовалось именно название Авалон. Но несмотря ни на что, даже после того, как на территории аббатства была обнаружена могила Артура, существовало большое количество скептиков, которые никак не хотели поверить, что именно Гласторберри является мифическим Авалоном. Причины такого недоверия весьма веские. Во-первых, могила короля нашлась именно в то время, когда более всего было необходимо найти финансы для ремонта монастыря. Таким образом, могилу вполне реально могли подделать. Вторая причина была очень простой, но не менее важной. Дело в том, что люди не хотели верить в смерть Артура, в то, что он больше не вернется, чтобы принести справедливость и добро. К тому же все чаще стали появляться люди, которые выдавали себя за великого короля, что доставляло монахам немало проблем. Более того, существует немало свидетельств моряков, которые говорили о том, что неоднократно видели в океане зеленый остров необычайной красоты, который был окутан туманом и облаками. Но все суда, которые пытались хоть немного приблизиться к нему, навеки пропадали и больше не возвращались домой. Те, кто имел смелость приблизиться, рассказывали, что этот небольшой участок суши посреди моря появлялся всего на несколько минут, а потом пропадал, словно его вовсе и не было. Именно этот необычный остров и был назван Авалоном задолго до основания аббатства. И именно там похоронен Артур. В легендах много внимания уделено и тому факту, что на острове нашли покой и души друидов, а также души героев, недостаточно хороших для рая и недостаточно плохих для ада. Они и живут на острове вечно зеленых лесов. На этом же острове находится сказочная страна эльфов и фей, которую искали на земле. Время здесь летит намного стремительнее, живут самые прекрасные существа и постоянно звучит музыка. Упоминания об острове часто встречаются и в кельтских сагах. Согласно им, Авалон — это место, где живут боги и где все покрыто драгоценными камнями. И именно сказания о богах племени богини Дану стали первоисточником упоминаний об Авалоне.
Существовали и такие легенды, согласно которым все попавшие туда, несмотря на неимоверные богатства и изобилие, всегда мечтали вернуться на родную землю. Как правило, удерживала их на острове очаровательная женщина, от любви к которой у кельтов мутился рассудок. Когда же им удавалось вернуться домой, то оказывалось, что не было их десятки лет. Поэтому практически все, кому удалось вернуться, превращались в стариков и в буквальном смысле слова рассыпались в прах. Обязательными атрибутами острова были ветвь яблони, прекрасная чарующая музыка и яблоко, с помощью которого можно накормить всех, а оно при этом останется целым. Даже название говорит о том же. Инис Авалон в переводе означает «остров яблока». У кельтов наряду с этим встречается и другое название – Эмайн Аблах, но и оно имеет такое же значение. В некоторых сагах говорилось о том, что на острове обитают прекрасные воины и их спутницы, а также короли и королевы. Вся их жизнь преисполнена пиров и всевозможных празднований. Все они жили в одном большом замке, в котором было несколько маленьких. Замок был сделан из хрусталя, золота и лазури. Именно такое изобилие драгоценных камней и металлов стало одной из причин, по которой кельты относили остров к иному миру. Об этом указывает и наличие стеклянной башни, встречающейся во многих сказаниях. О том, что Авалон относится к загробному миру, указывает и то, что на острове нет ночи, а все его жители обходятся без материальной пищи. На сегодняшний день подобная теория может показаться по меньшей мере странной, ведь уже давно доказано, что в структуре земной коры есть ядро, мантия и прочие элементы. Но ведь много веков назад люди были уверены в том, что планета плоская. Именно поэтому некоторые ученые не могут окончательно опровергнуть возможность существования острова под землей. Мифы о том, что волшебный остров находится под землей или под водой, также уходят корнями вглубь веков. Однако не стоит думать, что в те времена люди были дремучими, хотя бы потому, что как раз тогда существовала мощная шумерская цивилизация, которая намного опережала в развитии современную человеческую. Да и к тому же периодически возникали произведения о путешествиях к центру Земли. В это верили и не только простые люди, но и ученые, например, Галилей или Эйлер. На протяжении веков исследователи периодически фиксировали появление неизвестных земель в Арктике. А Кук даже хотел сделать фотографии. Один из норвежских ученых, Олаф Янсен, рассказывал о том, что вместе со своим отцом совершил путешествие на север, где в какой-то момент они провалились в дыру и вышли уже на Южном полюсе. В пути они встретили великанов и побывали в городах, описанных в сагах. Опять же наличие тумана и мягкого искусственного света. Подобное описание существует и в большом количестве литературных произведений. Конечно, почитать интересно, но верить в них полностью все же не стоит. Может быть, авторы просто увлеклись в свое время кельтскими мифами и сказаниями. Но современные исследования предполагаемого захоронения короля Артура и найденных там останков датируют эти артефакты V-VI веками нашей эры. Все вышеперечисленное позволяет с большой долей вероятности утверждать, что король Артур и остров Авалон существовали на самом деле. Надо отметить, что не только европейские ученые интересовались историей острова Авалон. М.А. Орлов в книге «История сношений человека с дьяволом» 1904 года указывает, что Авалон часто описывали древние поэты Франции. Так, в поэме о Вильгельме Курносом мы находим упоминание о том, что Авалон был чрезвычайно богат, так что другого такого богатого города нигде не было и построено. Стены его были сложены из какого-то особого камня, двери в них были из слоновой кости, жилища щедро разукрашены изумрудами, топазами, гиацинтами и другими драгоценными камнями, а крыши на домах были золотые. В Авалоне процветала волшебная медицина. Здесь излечивали самые ужасные болезни и раны. В одном из тогдашних романов
этот остров описывается как место, где все обитатели проводят время в вечном празднике, не ведая забот и горестей. Однако, если все-таки предположить, что остров существует на самом деле, то вполне возможно, что все описанные исследователями дыры и двери могут оказаться входами, а сам остров может быть где угодно, даже под землей. А что вы думаете про остров Авалон? Неужели он существует на самом деле? Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.